И опять нас Эвалдос куда-то везет. Этот раз в Белосток. Доброго дня, друзья, товарищи. У меня опять небольшая поездка. В ночи мы проезжаем мимо костела. Костел находится в Швенчонисе. На улице еще очень темно, но уже 5 утра. Когда наступил рассвет, мы уже были в Августове, уже Польша. В 1557 году Августов стал городом. Город обязан своему основателю, последнему королю династии Ягеллонов. Августов стал центром торговли для окрестных деревень. Тракт соединял Польшу и Гродно, также с Балтийскими портами. Это Кенигсберг, Гданск, а также и Познань. С 1989 года Августов как туристический центр, а в 1993 город получил полный статус курорта. В 1999 году в Августове открылась первая в Польше воднолыжная канатная дорога. С 1953 года предлагают путешествовать пассажирам на судах. Имеется 3 судна – Сайно, Сервы, а также Свобода. 2 по 200 человек принимают и Свобода 330 пассажиров. Кроме дневных круизов по каналам, есть еще ночные экскурсии и развлекательные мероприятия. На суднах проходят даже концерты. 123 года больше не было вообще на карте Европы. И после 123 годов опять появилась после окончания Первой мировой войны, 1918 год, Польша стала независимым государством. А флаг вообще, история флага как символа государства, это начало, конец 18 века. Еще в 1792 году именно белые и красные цвета были выбраны на флаг Польши. И это дата к тому, что 3 мая была подписана первая в Европе и вторая в мире Конституция. Конституция называется Конституция 3 мая. Именно тогда выбрали даже цвета, народные цвета, белый и красный. Официально именно к такому торжественному моменту, как принятие первой конституции в Европе после многих лет, когда вообще не было Польши как государства, только Польша была поделена между 3 государства Zaborcze, Rozbiory. Rozbiory это по-польски вообще разобрание вообще, поделение государства на 3. И тогда, после того, как только опять удалось получить независимость, стать независимым государством, очень быстро сам народ решил, что цвета уже есть, помнят, как один из таких важных символов еще из конца 18 века, и были приняты. А теперь мы уже едем, смотрите, улицей Адама Мицкевича. Это очень знаменитый поэт, в Вильнюсе его тоже знают. И несколько
дней тому назад в Польше делали опрос, потому что выбирали самые популярные имя улицы вообще в Польше, в каждом регионе из 16. И самым популярным был именно Адам Мицкевич в каждом регионе, в каждом городке. Больше всего имени улиц Адама Мицкевича. Следующий это Юзеф Пилсудский, как патрон, которого улица есть в каждом маленьком городке и селе. Только в воеводстве Świętokrzyskim самая популярная улица была не Адама Мицкевича, а другого писателя Жиромского. Да, теперь мы уже точно в самом центре Белогостоку, и с левой стороны главная достопримечательность, именно то, что называют Версалем севера, Версалем Подляща всего региона. Это дворец, комплекс дворца и сада имени Браницких. Здесь мы еще придем погулять. И этот маленькая река, которая именно здесь течет, это Бяла. Та река, которой и название самого города есть. Белысток. Жека Бяла. Только надо помнить, что несколько веков тому назад она была большая, а теперь маленький ручей. И вообще, если еще искать то, что похожее между Вильнюсом и Биалымстоком, теперь еще только обратите внимание, потому что с левой стороны это центральный вход вообще в комплекс Брома под Грифем. И главный ее элемент это старинные часы. Они уже 250 лет в этом же месте. Это барокко. Во время Второй мировой войны вообще все здесь было уничтожено. Грузы были, не осталось практически ничего из этого комплекса, дворцового комплекса. Все было отстроено после Второй мировой войны. Маленькая только часть дворца осталась оригинальной. Остальное было заново построено. Некоторые вещи изменены внутри, но до сих пор считается, что это самый красивый внутри дворец, потому что очень много мармура, очень много деталей. Оригинально начали строить в середине 17 века, в 18 веке. Семейство именно Браницких. И почему они? Потому что сам Белысток принадлежал им, их семейству, их роду. Ян Климент Браницкий это был человек, который просто на этом месте когда-то стоял замок, но он был больше оборонительный, а он сделал из такого старого средневековного оборонительного дворца резиденцию свою. Весь город принадлежал ему, город и земелья около города, и он решил здесь, на своей земле, построить резиденцию и именно лучших архитекторов из Италии, из Франции приглашал здесь, чтобы работали, они строили, но сам тоже был неплохим архитектором и делился как бы проектом и на дворец, и на несколько других зданий в центре города. Делился с архитекторами своими идеями, как это должно выглядеть. Есть еще большой собор Святой Магдалены, Марии Магдалены, и именно этот собор тоже был строен по идее, по проекту самого Яна Клименса Браницкого. Ибис. С правой стороны уже видно и наш отель, и огромный торговый центр. И Бедронка там дальше теперь тоже с правой стороны светится. Наша Все гостиница. очень близко,
очень рядом. Бендронка. Магазины все внизу. Современная гостиница «Ибис» в 12 минутах ходьбы от дворца Броницких. Большая, просторная Даже комната. для инвалидов, посмотрите, с коляской заехать. Мгм. Конкретно. Ну, что-то похожее в Испании было, только одноместные. Чай, кофе, потанцуем. Чай только, кофе никто не поставил. Кофе на коридоре. Кровати. Прям такие высокие и очень далеко друг от дружки. Птички какие-то там поют. Чик-чирик. Так, что мы тут имеем? О, с коляской можно и заехать. О, и душевая-то какая огромная. Ну, Вообще огромная душевая для инвалидов. С подлокотниками, туалеты. Это что-то новое. И гостиница называется «Ибис». если бы еще то название не называли. Да. Эволдос назвал иначе его, конечно. Как раз где мы приехали. Да и снять тут нечего. Да уж, ничего хорошего мы тут не увидим. Центр. Центр, ну бок какой-то. И напротив еще какая-то гостиница. Нет, это жилой дом. Но очень уж странный какой-то, пустой. О, балконы. Это внизу машины стоят, балконы, а на балконах растет трава. Представляешь? Да. Прелесть. Можно выйти позагорать, на скамеечке посидеть. А в Монако так на крыше большущий городской стадион. М. Между прочим, в Вильнюсе на старой улице, которая идет в Санторишке, не доезжая до рынка, там тоже высотка же стоят, эти стекляшки. И эти стекляшки, между прочим, наверху играют в баскетбол. Рядом с гостиницей протекает река Бяла, а дальше виден собор Успения Девы Марии. Эта церковь является одной из главных достопримечательностей Белостока. Рядом с гостиницей очень большой торговый центр. Можно сказать, что он прямо в гостинице. Даже если через ресторан пройти, то ты окажешься уже в торговом центре. Всем пока-пока. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго.